Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Юрий Воскресенский, эксперт из Беларуси, на связи прямо сейчас. Юрий, приветствую вас. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, дорогие зрители, слушатели. Я хотел поблагодарить вас за вашу заботу. Был очень тронут и впечатлен вашими комментариями по итогу предыдущего эфира. Вы заметили, что я немножко нахожусь не в совсем рабочем состоянии. Но поверьте, предположение о том, что мне кто-то позвонил с Кремля, не соответствует действительности. Просто за крайние 6 лет, за последние 6 лет провел около 1000 эфиров, комментариев, выступлений. И, конечно, эта нагрузка сказывается, поэтому в прошлую субботу был немножко в таком расслабленном состоянии. Но сейчас снова готов к бою на информационном фронте. И спасибо за то, что вы так цените всех ваших любимых спикеров. Друзья, спасибо, что комментируете, спасибо, что общаетесь. Это очень важно в наше это особо непростое время. Иметь вот такой нормальный, адекватный тон общения, да, и в комментариях, и в принципе, исходя из того, что происходит, потому что происходят настоящие качели. Мы поговорим об Армузе. Свежее заявление Трампа появились по этому поводу. Он там Си передает приветы. Он, ну, в общем, что только не делает Дональд Федорович. Опять говорит, буду бомбить, перемирие продлять не буду. Но, может, буду, может, не буду. Привет Кубе. 70 лет ждали рассвета Кубы. Это все обсудим. Фон геополитический очень важный. Тут мне другое, с чего хочу начать, собственно, так смутило. Зеленский говорит, украду Лукашенко. Ну, крадет, представляете? Причем очень интересно, всячески пытаются подползти со стороны Банковой, со стороны самого Зеленского к Беларуси, и причем подползти то какие-то там пятиэтажки, многоэтажки, там какие-то ретрансляторы. Сейчас новая история. Строят дороги белорусы, представляете? Ух, негодяи. Но делают это в направлении Украины. И при всем уважении к Беларуси, там то и Беларуси. Ну так, если разобраться. Ну, как бы, не бог весть какая страна по территории, да, то есть, нет, крупная, не хочу обидеть никого, но если строят дороги, то это обязательно вот приграничье, это вот туда, чтобы по этим дорогам, наверное, техника шла. Плюс, сообщает разведка, это он с Сырским пообщался, артиллерийские площадки выставляют. И, мол, передайте, он не называет фамилию Лукашенко, передайте, мол, де-факто руководителям Беларуси, что их ждет судьба Мадуро. Что думаете насчет вот этого очередного выпада и чем он может обернуться? Я не знаю, кого там ждет судьба Мадуро, но абсолютно очевидно, что Зеленского ждет судьба Гитлера. Именно так он и закончит. Особенно, если не будет следить за своим языком и выдавать в эфир ради очередного хайпа и привлечения внимания Запада, выдавать непроверенную информацию. Ну, о каких дорогах для танков или что-то мы говорим, если идет плановое обновление инфраструктуры, в том числе приграничья. Мы строим дороги и в направлении Польши, и Литвы, и Латвии, и России, потому что это все наши соседи. Более того, мы даже обновляем планово мосты. И это все записано в абсолютно открытой программе, в которой запланированы расходы на текущие года. Даже сегодня, вот в день нашего эфира, в Беларуси проходит республиканский субботник, и президент работает на строительстве Национального исторического музея. Конечно, можно это выдать за строительство командного пункта под прикрытием музея. Было бы желание. Но поверьте, это не соответствует действительности. Поэтому, если Зеленский тут хочет прилететь к нам на чануках или апачах, это не самый лучший вариант. Он может сесть на машину и приехать через границу, поговорить с белорусским коллегой. Может быть, тогда и война остановится. Но вот позавчера я участвовал по приглашению военного руководства. Вот проходила конференция, да, вот, в военной академии Республики Беларусь. Очень интересная. Я удивился, насколько наше военное руководство в курсе всего
происходящего в Украине. Тут вот даже есть доклады по различным территориальным бригадам, как они устроены, как они ведут свою боевую подготовку. Естественно, это все не в открытом доступе, но это я к тому, что мы давно уже готовы к визиту Зеленского, если он будет не совсем в дружественной обстановке. Кроме того, я неоднократно подчеркивал, и другие спикеры, это касается не только Зеленского, но всего коллективного Запада. Вам лучше работать с такими опытными политиками, как Путин и Лукашенко. Не дай бог придут другие, но мы до 3 считать не будем. Я возьму только один пример. На сегодняшний день порядка 20 тысяч белорусских заключенных хотят по закрытым опросам принять участие и хотят направления в зону СВО. Не только с целью реабилитации, но и с целью какого-то заработка. Хотя это заработок, понятно, сомнительный. Вы понимаете, что такое, например, 20 тысяч заключенных? Это 5 штурмовых бригад. 5 штурмовых бригад, которые могут зайти в Украину с абсолютно неожидаемого направления. Поэтому Зеленскому надо очень-очень тщательно следить за своим языком, за своими провокационными выступлениями. И вообще, вы заметили, как он пристал буквально к Беларуси? Вы знаете что? Мне кажется, у него играет какая-то зависть, да, что Лукашенко не довел страну нашу до того, чего довел Зеленский, и что президент Лукашенко на равных абсолютно общается и с Си, и с Путиным, и с Трампом. Вот понимаете, мне кажется, что Зеленского гложет какая-то политическая, в том числе, зависть. Казалось бы, занимайся ты своей страной. Нет, он регулярно раз в квартал, а то уже и чаще, начинает выступать с провокационными заявлениями с целями, может быть, как-то вызвать нашего президента на эмоции. Ну, это бесполезно. Наш президент политик опытный, это не политический оборванец и шоумен. Поэтому восприняли эти заявления с долей иронии. Ну, как бы ирония так себе на самом деле, потому что это действительно системная работа по поводу, скажем так, заявлений в сторону Беларуси. Причем это делается на фоне там визита короля Швеции в Киев. Правда, там такая непонятная ситуация была. Выходит из машины король, руку что-то не пожимает. Ну, наверное, виделись раньше. Они же там по кладбищу ходили, то, в общем, встречались, и очередные 4 миллиарда вроде как выписали, и гриппины предоставят. В общем, у Зеленского на самом деле жатва идет на фоне вот этой геополитической борьбы Трампа. По поводу геополитики Лукашенко высказался и говорит, что... Причем приехал к нему импортный журналист, и, в общем-то, он говорит о том, что США показали, что они не всемогущи. Тут переспрашивает, не сверхдержава. Ну, тут уходит, говорит, не то, что сверхдержава, понятно, но не всемогущая сторона, то есть не всемогущая Америка, потому что вот как раз-таки этого как бы мощи, могущества этого и не хватает. Понимаете, вот сейчас на фоне того, что происходит. Плюс, конечно, жесточайшая критика, на самом деле, для людей умных, не привыкших к вот этому подзаборному стилю дипломатии, а вот таких, да, это вот то, что касается прав человека. Причем разбивается очень четко. Если условно внутри Америки, там, например, еврейский вопрос, мы о нем тоже поговорим сегодня, он поднимается, да, что вот Нетаньяху управляет Трампом, то и от этого там бывшие сторонники, в общем-то, критикуют очень сильно, то тут очень конкретный момент. Основной аргумент американцев, почему бомбить Иран нужно, это, ну, да, вот это нарушение прав человека, убийство вот этих протестующих и вот такие вещи. Но Лукашенко четко говорит, а девочки за что были убиты абсолютно откровенно, повторными ударами. То есть это ведь тоже нарушение прав человека. Поэтому, собственно, вот такая дискуссия Лукашенко на фоне, казалось бы, очень интересно выстраивающихся отношений в отношении Америки, она ведь нам о чем-то свидетельствует. О чем? Это свидетельствует о том, что президент Лукашенко является прирожденным политиком.
Понимаете, политиками не становятся. Все-таки я убежден, что ими рождаются. И он прекрасно понимает, что надо использовать любые возможности, в том числе контакты с американской стороной, с американскими журналистами. Приезжали же и недружественные представители СМИ, BBC, CNN, господин Розенберг, например, московский корреспондент BBC. И надо использовать любые площадки для активизации и проведения наступательных действий. Это говорит президент Лукашенко, в том числе как бывший лектор общества знания. Поэтому мы, например, в Беларуси, несмотря на то, что ТНК, подконтрольной Демократической партии США, нанесли удары и снесли наши государственные каналы с Ютуба, мы новые зарегистрировали и заново проводим нашу контрпропаганду. Поэтому, например, вкратце касаясь того, что происходит в России, я глубоко убежден, что руководство Роскомнадзора – это глубоко эшелонированные, внедренные агенты зарубежных спецслужб, помешанные с людьми типа Чубайса, вот выросшие на такой идеологии, которые просто хотят под прикрытием вот зачищения информационного пространства распилить бюджеты. Вот и все. Как вы можете сами себя, мы об этом уже говорили, изолировать, например, от Телеграма, где у российских военкоров сотни тысяч, миллионов просмотров, и общая аудитория Телеграма, например, составляет 1 миллиард человек. Более того, Дуров, пусть не так активно, как хотелось бы, но начал сносить каналы экстремистские, бороться с порнографическим, с экстремистским, террористическим контентом. Так вот, Лукашенко делает все профессионально. Он не отгораживается стеной, как пытаются делать некоторые коррумпированные и завербованные чиновники в Роскомнадзоре. И мы увидим это еще в скором времени. В чем подоплека была всех этих блокировок русского народа. Вместо того, чтобы активно работать, так как Лукашенко, так как работают, допустим, Russia Today, используют YouTube и все свои филиалы или агентство «Спутник» по 20 странам мира, и достучаться до сердца и до мозга простого американца, немца и француза, это стратегическая работа, чтобы через 5, 10, 15 лет они взяли и проголосовали за нормального политика. Вместо этого кое-кто решил, что может изоляционироваться от международного и вообще мирового информационного пространства. Конечно, это приносит только ущерб. Так вот, в Беларуси у нас все открыто, не блокируются платформы, блокируются экстремистский контент и экстремистские ресурсы. Вот как надо работать, точечно. А уходить с площадок, где находится практически половина человечества, но это не что иное, как вредительство. И это, знаете, вот в разговоре с американцем президент упомянул в том числе и Венгрию. Мы, помните, говорили неоднократно по Венгрии, и я предупреждал, что Орбан потерпит поражение. Я говорил об этом. И в этом вина не Брюсселя, а системных ошибок, которые совершал 19-кратный предатель России. Он 19 раз дал поручение господину Сиярто проголосовать за санкции против России. Так вот, 19-кратный предатель Орбан нам не друг. Но меня, знаете, что поразило? Знаете, я-то говорю как эксперт, без такой дипломатической ответственности, не занимаю высоких политических должностей и дипломатических. Но мне поразила скорость отказа от союзника, с которым лобызались в уста в Кремле отдельных российских политиков. Сутки не прошли с выборов, еще даже решение Центризбирком протокол финальный не опубликовал, а уже вышел господин Песков и говорит, так мы не будем поздравлять, Венгрия нам не дружественное государство. Да вы что? Так вы ж с Орбаном в засос целовались, с 19-кратным предателем России. Нет, это он не был нам другом. Мы вели диалог. Вот понимаете?
что думают все люди, все россияне, белорусы, да вообще все жители постсоветского пространства, послушав значит, эти слова. А вместе с тем, я извиняюсь, что разовью чуть-чуть предмет на эту тему, вам будет это очень тоже интересно. Вместе с тем, Орбан ущерб нанес колоссальный на сотни миллиардов долларов, потому что ущерб от 19 пакетов санкций российской экономики Великобритания, например, оценивает в 450 миллиардов долларов. Я оцениваю чуть скромнее, в 250 миллиардов долларов. Ну, например, дополнительные расходы России по логистике и обходным путям в связи с принятием этих 19 пакетов 130 миллиардов долларов составили. Экспортные потери теперь считаем от 19 пакетов. Древесина потеряла 50% с целлюлезой сбыта. Железная руда, падение производства 40%, 35% падение химической продукции, 20% падение черной металлургии. Так вот, мне хотелось бы, чтобы вот эти слова Пескова, который впервые наконец-то вспомнил распоряжение правительства Российской Федерации номер 430-Р от 5 марта 2022 года, где перечислен список недружественных стран, имплементировал и на другого предателя по фамилии Фицо. Он не 19-кратный, он 9-кратный предатель. Почему? Потому что он премьер-министр Словакии с 2023 года, с октября. И с этого момента, в отличие от Орбана, он проголосовал за 10 санкционных пакетов. Так вот, исходя из цифр аналитиков британских или, например, моих, каждый пакет оценивается как минимум в 10-15 миллиардов долларов ущерба от рестрикций в отношении России и Беларуси. Таким образом, финализирую, Орбан принял соучастие в нанесении нам с Россией ущерба на сумму не менее 250 миллиардов долларов, а Фицо принял соучастие в нанесении нам ущерба не менее в 100 миллиардов долларов. Но он будет на параде Красной площади, с чем я и поздравляю Пескова и иже с ними. Ну, много таких, конечно, моментов всплывает, и вот если так немножко подсветить эту тему, на ней остановиться, то многие задаются вопросами. Ну вот сообщают, что какой-то бешеная партия газа пошла российского в Испанию. А до этого там был Зеленский, встречался с королем, с премьером, ему миллиардик подкинули, оружие, там, оборонные заказы. То есть многие задаются вопросом, а как так? Тут мы воюем, а тут мы, собственно, ну, а тут мы торгуем. Нет, есть, конечно, альтернативная точка зрения, что вот смотрите, санкции против России и те цифры, которые вы называете, это, конечно, все очень серьезно. Тут не надо, как бы, скажем так, шапкозакидательством заниматься. И это ущербы, которые несет Россия. Сказать, что полностью эти санкции бесполезны, нельзя. Они имеют четкое денежное выражение, вы привели его выше. И понятно, что даже вот таким образом, поддерживая свою экономику, в общем, держится тот уровень страны, экономики и вообще как бы населения, который сейчас держится, в том числе. Да? Ну, простите, во время войны идут удары, вот сейчас очередные удары по нефтеперерабатывающим заводам, вот, то есть, конечно, идет вот война на этом поле достаточно серьезная и жестокая в плане там нанесенного ущерба, но все равно как бы вот что-то как бы под ложечкой сосет у многих людей в Российской Федерации, которые оглядываются по сторонам и видят абсолютное несоответствие тем речам, которые они слышат по телевизору, да, которые читают у этих военкоров в Телеграме полузапрещенном. Но, в общем-то, с этим тоже надо что-то делать. И это тоже такая одна из красных линий наших с вами разговоров и встреч. Или все брать и заканчивать. Ну, раз так, значит, все, давайте. Как есть, так и есть. Ничего страшного. Утремся все и дальше будем, собственно, заниматься, строить, скажем, внутри какую-то свою политику. Ну, или предпринимать какие-то новые вещи. Тем более, что фронт сейчас, как вы многие замечают сейчас, он сейчас вот на низком старте. Потому что вот погода плюс-минус сейчас обрастет зеленочка. И, в общем, начнется, в общем, новый весенне-летний этап. То есть такое распутье, перекресток. Куда?
пойдет, как вы думаете? Вот вы правильно очень сказали, что нельзя повторять Лафонтена и буридановского осла, да? Буриданова осла, который мечется либо туда, либо туда. Надо как-то определяться. И когда мы бьем в колокола и стучим в колокола, чтобы не получилось, как по итогу в случае с Венгрией, и как в случае со всеми другими союзниками и действиями, не потому, что хотим кому-то насолить. Особенно мы, белорусы, мы бесконечно благодарны Владимиру Владимировичу Путину за то подспорье, которое он дал за эти 25 лет своего правления. Если бы не Россия, ну не голыми боссами были бы, но, конечно, уровень экономической жизни белорусов был бы хуже раз в 5. То есть мы бесконечно благодарны России и российскому руководству за все то экономическое, политическое, духовное сотрудничество. Но поэтому именно так как мы любим и являемся, как сказал наш президент, еще большими русскими, чем русские, мы бьем в колокола и говорим, что дальше так невозможно. И говорим не потому, что по какому-то наитию, хотя есть это тоже присутствует, но мы говорим объективные цифры. И я вижу, вы вот эти любите тоже, и наши читатели, какое-то не просто балабольство, а цифры. И вот я позволю с вами еще пробежаться быстренько по бюджету России, буквально минута. Значит, 2020 год, 2021 год, профицит 600 миллиардов рублей. 22-й, начало СВО, дефицит 2,95 триллиона. 23-й, дефицит 3,25 триллионов. 24-й, дефицит 3,5 триллиона. 25-й, дефицит шоковый, рекордный 5,65 триллионов российских рублей. И первый квартал 2026 года, уважаемый Александр, дорогие слушатели, зрители, дефицит 4,5 триллиона рублей. Посчитайте теперь совокупно этот дефицит, да? То есть вот динамика очевидна по цифрам экономическим. А теперь мы смотрим политические цифры. Причем отталкиваемся от цифр, скажем так, придворного социологического агентства Российской Федерации под названием ВЦИОМ. 5 апреля он опубликовал свой опрос. Итак, рейтинг Путина снизился до 67,8%. Причем, оцените динамику, только за крайние 4 недели на 4,9%. На 5% за месяц. При такой динамике, что будет к сентябрю, что будет к концу года? А теперь, значит, очень второй важнейший момент. В этом опросе в ЦИОМ была графа, куда, ну, понимаете, в условиях, наверное, Российской Федерации, когда тебя открыто спрашивают, поддерживаешь ли ты Путина, да, есть вопросы. Многие люди могут побояться сказать нет. Так вот, есть для контроля графа специальная, так называемая открытая графа в ЦИОМе, да, куда вписывают политика, которому доверяют. И я сейчас вам назову эти цифры, вы будете просто шокированы. Повторю, это цифры в ЦИОМа, прокремлевского социологического агентства, с моей точки зрения. Итак, в 2015 году в эту графу кому из политиков вы больше всего доверяете? 71% вписал Владимира Путина. В апреле 2026 года в эту графу Путина вписали 29,5%. Понимаете динамику? Так вот, это одна из задач международного англосаксонского синдиката и коалиции Эпштейна вызвать внутренние беспорядки, но не руками навальнистов и национал-предателей, у которых пока нет никакой популярности, а руками русских патриотов. И если мы сейчас слушаем русских патриотов, читаем русских военкоров, читаем русских офицеров, например, и слушаем капитана первого ранга Константина Сивкова, капитана первого ранга Василия Дандыкина,
полковника Анатолия Матвейчука, не путать с Масейчуком, агентства Анна Ньюс, полковника Виктора Баранца, обозревателя «Комсомольской правды». Даже они в эфире говорят, мы не понимаем, что происходит. И вот когда я был на вот этой в четверг военной конференции и говорил с генералитетом, там были представители, кстати, России и Казахстана, и я говорю, вы мне скажите один вопрос. Если, может быть, я не знаю всей информации, может, действительно нет у российской армии возможности нанести сокрушительное поражение украинскому режиму? Все как один генералы сказали, у российской армии есть все возможности для поражения, нанесения сокрушительного, непоправимого ущерба украинскому нацистскому режиму и для проведения широкомасштабной наступательной операции даже теми силами от 700 до 750 тысяч военнослужащих, которые находятся сейчас в зоне СВО. Почему это сейчас не делается, а вместо этого мы поставляем газ Испании? Ладно, он был не востребован, понимаете, на мировых рынках. Да поставь больше Китаю и все. Я не понимаю, так же, как и миллионы русских людей, и миллионы и сотни тысяч белорусов, да и украинцев. Что происходит и когда это с этим, значит, будем заканчивать. Но есть надежда, что начинается какая-то, может быть, осознание, оттепель. Вот прочитал «Ремесло» с психушки выпустили. Виктория Боня вроде призывает к оттепели и достучалась до Путина. То есть русские офицеры, генералы, солдаты, избиратели не могут достучаться до Кремля. А Виктория, это губастая Боня, в майке Турции, патриотка России. Она достучалась. Ее Песков, оказывается, слушает. Что она говорит, то и будет. Так, а что будет? Подождите, давайте. Понятно, что здесь можно подтрунивать над этим всем происходящим, но тут как бы в каждой шутке есть доля шутки. И под этим все равно есть какой-то глубинный смысл. Нас ждет, ну, условная там договоренность или, ну, эскалация. Потому что вот сейчас действительно такой момент истины своеобразный. Мы видим, как, опять-таки, я считываю это как маркер. Когда выбегает Сибига и говорит, мы вот хотим встретиться в Турции, Зеленский, Путин, Трамп, Эрдоган. Они это делают на опережение. Об этом есть много разведпризнаков, что они, то есть к чему-то что-то все-таки идет. И поэтому важно сейчас было заявить, что вот украинская сторона предлагает вот так. Да? Поэтому, видимо, что-то обсуждается. Лавров говорит, что дельных предложений нет по урегулированию, то есть, но контакты с американцами постоянные. Все смотрят на эту Америку, но Америка выглядит, конечно, плохо. На фоне Армуза, конечно, очень плохо выглядит Америка, потому что Трамп то бомбит, то не бомбит, играет на рынках, это уже ну, там, ежу понятно на самом деле. Он как бы дергает за эти ниточки, то в Китай приветы, то, скажем так, то открыли, то закрыли, то блокируем, то не блокируем. Иранцы в шоке, говорят, ах, раз так, значит, мы в любой момент закроем. Или, например, мы закроем для судов, которые там США и Израиля, Армуз. То есть это ведь самое главное. Вот на самом деле, вот по состоянию на вчера это было нечто. Иран открыл Армуз. Ну и как это переживалось и выплюнулось вот по состоянию буквально на следующее утро, на сегодняшний день, когда мы с вами беседуем. Поэтому доверия Америке маловато. Ну, Америка вообще потеряла реноме. Если вы помните, мы в прошлом эфире, когда обсуждали случай с выборами в Венгрии, которые должны были на следующий день пройти, мы с вами пришли к выводу, что поддержка Трампа еще хуже усилила, значит, ухудшила показатели Орбана, и в результате Мадьяр выиграл сенсационно, получив контроль конституционный над парламентом. То есть эта поддержка Трампа, это было как черная метка. Ну, я не говорю уже про Венса, да, с Венсом вообще все понятно. Приехал в Исламабад, переговоры провалились, приехал в Венгрию, выборы провалились, приехал, прости господи, поддержать папу 21 апреля 25 года, 20 апреля, а 21 апреля папа умер.
То есть, ну, знаете, есть определенный символизм. Я не хочу сказать, что лох – это судьба, но у Венца такая рука, ему лучше в казино не ходить. И к его советам лучше не прислушиваться. Так вот, действительно, первый момент, который мы сейчас наблюдаем – падение величия Америки. Да, это действительно мощная супердержава, но это не сверхсила, как сказал президент Лукашенко. Второй момент, касаемый какого-то позитивного стремления к миру. Ну, вы понимаете, Запад, а именно там расположены центры принятия решений, он не заинтересован в мире, ему надо как минимум еще год-два, чтобы Украина продержалась, чтобы нарастить свое военное производство и достроить, ввести в эксплуатацию те от 300 до 400 военных заводов, строительство которых они уже начали, в том числе на границах с Беларусью. И ту всю инфраструктуру, и те все дороги, которые позволяют перебрасывать резервы и топливо к границе союзного государства. Поэтому, прежде всего, они не заинтересованы в мире. Второй, кто не заинтересован в мире, это украинский нацистский режим. Да, там есть разные тенденции, бывают здравые люди, но в целом вы посмотрите, какие деньги они зарабатывают на войне. Никогда в жизни эти ничтожества и подонки по фамилии Стерненко, Притула и же с ними не заработали бы даже 1000 гривен. Понимаете? Сейчас они воруют неконтролируемый кэш. ТЦК превратилась в корпорацию монстров, чей бюджет равен половину бюджета армии Великобритании. Вышло об этом расследование, как они зарабатывают. Пограничники берут огромные деньги за пропуск через границу. Командиры боевых подразделений берут большие деньги. Да? Где ты там проверишь, сколько у него в бригаде? 1200 человек или 1100? А прибегут с проверкой, он говорит, так вчера вон 100 погибло, вот выписка из книги. Вы понимаете, какой кэш они зарабатывают, украинский политический класс. Поэтому они не заинтересованы в войне. Ну и, естественно, в преддверии выборов в сентябре 2026 года и вот этих рейтингов в целом, в том числе падение в 2 раза, более чем в 2 раза рейтинга президента России в открытом опросе в ЦИОМа. Вот это все подсказывает, логика, ну и требования генералитета и военного руководства в том, что надо проводить успешную летнюю кампанию. И насколько мне известно, военно-политическое руководство планирует провести такую кампанию с окончательным выходом на территорию Донецкой Народной Республики к сентябрю, чтобы обеспечить, если не триумфальную победу, как Мадьяра в Венгрии, то, по крайней мере, контроль над Государственной Думой своей материнской партии «Единой России». Без успеха на фронте этого не будет. Ну, Более стойте, того, этого неужели... не будет даже с Подождите. учетом подписания мирного какого-то соглашения. Так, давайте Не будет. проясним, почему вы увязываете вот эти даты, километры и, ну, скажем так, движения по фронту и события на войне с выборами в Государственную Думу? Ну, как-то ж до этого выборы в Государственную Думу, и вообще там местные выборы, и другие выборы, и Путина тоже выбирали, как-то проходили, хотя ситуация была, ну, иной на тот момент. Поэтому как-то странно, если честно, вот эта вот Смотрите, привязка. смотрите, привязка очень понятная, потому что, когда есть успехи на фронте, эти успехи отождествляются с правящим классом, с правящей партией и с руководством страны. И тогда эти успехи сразу имплементируются в результат избирателя. Они еще не успевают и не забывают о том, что произошло. Ранее мы же, давайте вспомним ситуацию ранее, даже год назад, даже 2 года назад. Ну, не говоря о том, что выборы в Госдуму вообще года 4 назад проходили. Дело в том, что не было в таком ежедневном формате ударов по российской гражданской инфраструктуре. То есть эти вот рейтинги, которые мы сейчас наблюдаем, и это
прообраз смуты. И этот гул русских патриотов и русских людей, он связан именно с ситуацией на фронте и с тем, что украинская военная машина нарастила число беспилотных летательных аппаратов и уже чувствует в воздушном приграничном пространстве России, как у себя дома. Каждый день кого-то убивают. Позавчера вон 2 девочек маленьких убили в Туапсе. Вот поэтому это и отражается в результатах ЦИОМ. Выход из этого будет либо эта цифра будет еще больше падать, и впереди будет маячить болотная, только нет под лозунгами национал-предателей и иностранных агентов, и агентов иностранных спецслужб, а под лозунгами русских патриотов, русского военно-гражданского общества. Либо эти все раны залечатся успехами на фронте. Это ж, понимаете, это такая же история вот у американцев, у Трампа, да? Его падение рейтинга, он что суетится? Ему нужна какая-то победа. Во-первых, от отвлечения от скандала с островом Эпштейна. Во-вторых, для подготовки тоже к выборам. Победы никакой нет. Победы нет. Люди это оценивают, что ты, знаете, как политический неудачник или слабак. Потому что люди могут все простить. Но они не могут простить, особенно в России. Особенно в России слабость военно-политического руководства не простит никто. Простят какую-то коррупцию в Минобороне, какие-то дачи, какие-то паспорта. Помните, анекдоты эти ходят, да? Как, значит, в Кремле хотят уже начинать бомбить ядерным оружием, и сели спрашивают, так с чего начнем? Лондон? Говорит, не, в Лондоне у меня дочка. Так Вашингтон? Не, в Вашингтоне сын. Так может Германия? Так в Германии там у меня ВНЖ. Ну, остается Воронеж, как всегда. Вот, поэтому Ну, почему такой эти анекдоты ходят? злой анекдот, конечно. Но почему они так ходят? Потому что они, знаете, часть в этих анекдотах действительно правда. Так вот это русский человек еще может простить. Ну, подумаешь, у кого-то там дворец за 100 миллионов долларов. Но слабость, политическую слабость русский человек не простит. И в связи с этим выход для повышения рейтинга, для обеспечения стабильности власти, для проецирования спокойного пребывания на постах до 30-го года – это успехи на фронте. И такие успехи русская армия может обеспечить. Для этого нужно политическое решение. Пока оно запаздывает. Давайте проанализируем наоборот, зеркально со стороны вот этого украинского руководства. Вот то же самое. Почему я хочу, чтобы мы применили этот метод, хотя я все прекрасно понимаю. Если в детали вдаваться, совершенно там это разные вещи, и по отношению там, вы только что вспоминали бусификацию и так далее. Но мне вот это вот прям очень интересно вот в качестве эксперимента. А если вот попробовать развернуть, да? Если считать, что украинцы это те же русские, да, которые тоже там, тоже, получается, не прощают слабость. Ну, смотрите, какой потужный президент Зеленский. Правда, президентом он уже как бы не... А какая разница? Да? Ну, там, сколько там? Президент и президент. Ну, вот и все. И никто, видите, ему ничего не угрожает. И все, в общем, демонстрируют силу, с королями встречаются, по Европам ездят, деньги собирают. То есть не уступим. Нет, мы хотим мира, но хотим справедливого мира. Смотрите, какая классная позиция. Я беру сейчас вот этот разрез, да, общественно-политический. Получается, что Зеленский, видите, в какой выигрышной обстановке находится. И все стыдливо прячут глаза по поводу бусификации. Сейчас вот вообще какая-то интересная история произошла с вот этим, а давайте выгоним. Ну, то есть две таких очень триггерных темы для внешнего и внутреннего потребителя. Значит, первое. Давайте выгоним европейцев. Европейцы пусть выгонят мужиков призывного возраста. И ладно, там это он сказал, там все перетерли, забыли, там 3 дня прошло, уже как бы новое заявление, можно все перебить. Но они реально подают законопроект в парламент, они там депутаты рассматривают на этих комитетах, о том, чтобы уголовно наказывать штрафами и, ну, вы поняли, то есть, да, и там тюрьмой, если ты сбежал из Украины, призывник призывного возраста, мужчина. То есть
Это просто что-то, они, понятно, что шансов, не знаю, есть, нет, наверное, нет, но само появление этого законопроекта — издевательство. Это противоречит всем нормам и принципам Конституции. Ровно как и другой закон, который лежал с 22 года проголосованный, а Зеленский его вот подписывает на неделе, это антисемитизм. 8 лет за антисемитизм максимальная, скажем так, кара, и штрафы тоже. То есть штрафы — тюрьма, штрафы — тюрьма. Причем выходят и юристы, и все были говорят, так это незаконно, это неконституционно. 3 статьи Конституции нарушает и Уголовный кодекс, потому что ты делаешь, возвышаешь над другими представителей, людей по национальному признаку. То есть, тем более, что среди народа в глубинной Украине, нет такой проблемы. А они ее поднимают. То есть тут и общественный урон, и, короче, ужас, что. Но, тем не менее, на это все закрывают глаза. И он может проводить любые решения. Получается, с точки зрения системы, глядите, какой устойчивый Зеленский. Ну, власть Зеленского, она держится на штыках, и, конечно, очень тяжело с ним что-то сделать, тем более, что мы не ведем работу с украинцами. И я много раз говорил, чтобы активизировать украинский фактор, надо использовать возможности украинской 5-миллионной диаспоры, которая пребывает на территории Российской Федерации. Мы можем активизировать и подполье в русских городах: Николаеве, Одессе, Днепре, Сумах и других городах. Но для этого надо ориентиры. Если мы не собираемся в итоге освобождать Сумы, так зачем человек будет рисковать жизнью и докладывать, где находится, например, по чат-боту Telegram склады с боеприпасами, или где находятся натовские инструкторы? Он не будет это делать. Мы не работаем никак с украинским обществом. Поэтому у Зеленского и такое достаточно прочное пока еще положение. Но нельзя сравнивать его ситуацию с обратно, как вы сказали, да, также привести, что не единый компромисс, да, нельзя сравнивать с российской ситуацией, да, потому что, во-первых, он является проводником не украинских национальных интересов, а русское руководство проводит русские национальные интересы, только не так активно и не так в соответствии с веяниями времени, как нам хотелось. Зеленский — это абсолютно человек, который проводит зарубежные иностранные интересы. Центры принятия решений по нему находятся в Лондоне. Все, что он делает, направлено на раскол и уничтожение Украины. Зачем, например, ты гнобишь 70% людей, украинцев, которые разговаривают на русском языке? Это недавно там очередные омбудсмены, да, сказали, что это показывает и статистика Гугла, да, статистика поисковиков. Мы знаем, что и в украинской диаспоре везде на 90%, кроме вот этих мерзких селюков, этих вышиванок, кострищ, да, значит, и всяких голов коз на Рождество, вот кроме вот этого сброда, простите, значит, этнографического, до 100% разговаривает на русском языке. Понимаете? То есть Зеленского общество подвергается каждодневному насилию. Он забрал у общества право ходить в церковь. Он разрушил эту церковь, ослабил, разделил на 3. Вместо того, чтобы взять под контроль, был бы умный человек, он бы объединил и взял бы одну под контроль. Вместо этого он это сделал. Он сжигает книги. Там все в доносе. Все тюрьмы в Украине переполнены политическими заключенными. Я практически в каждом эфире говорю, что белорусское общество требует освобождения немедленно политических всех заключенных. Украина является лидером по наличию политических заключенных. Вот. Поэтому ситуация стоять до победного конца или идти вперед, наступать, она с точки зрения Российской Федерации, она логично обоснована в русских национальных интересах, и она реально, более чем реально. Вы не забывайте еще, что Россия не использовала свой самый главный фактор – мобилизационный. Я не про ядерку говорю, которая, может, никогда не будет применена даже, это фигура речи.
Мобилизационный ресурс России составляет 25 миллионов человек. В России в самовольном оставлении части находится порядка 1 тысячи человек. Там вообще дел, даже несколько сотен. Посмотрите сейчас, какие шокирующие цифры по людям, которые находятся в бегах в Украине. В 22 году сбежало, это официальные цифры украинского нацистского режима, подчеркиваю, что они засекретили с 26 года, но тем не менее вот эти цифры они озвучивали ранее. В 22 году сбежало 10 тысяч человек, в 23 году сбежало 24 тысячи человек, в 24 году 90 тысяч человек, в 25-м шокирующий рекорд 215 тысяч человек, дезертиров. И первый квартал 26-го, то есть 26-й год идем на рекорд, 55 тысяч человек. Итого 400 тысяч дезертиров. Это целая армия. Напомню, сейчас у вооруженных формирований Украины по разным оценкам на линии фронта находится от 300 в зоне СВО до 500 тысяч человек. У российской армии, по словам главнокомандующего Путина, находится 700, кто-то говорит 750 тысяч человек. Целая армия дезертиров, которые ходят по городу с гранатами, покупая продукты, либо прячутся дома, которые не будут сдаваться, если их будут ловить ТЦКшники. То есть, понимаете, у Зеленского ситуация, ему как раз наоборот, с точки зрения украинских национальных интересов, надо хоть тушкой, хоть чучелом бежать, ползти в Кремль или лучше в Минск через посредничество Лукашенко, просить о перемирии. Вместо этого он дерзит и усиливает удары и угрожает уже похитить и нашего президента. То есть он хочет, чтобы военные действия были интенсифицированы. А с точки зрения русских национальных интересов, все есть силы и средства для демонтажа опасного режима, опасного не только для России и Беларуси, для всего человечества, потому что в их руках находится 3 атомные электростанции. А с точки зрения Украины, повторюсь в третий раз, и украинского режима, и украинского политического класса, если они стоят на позициях суверенитета, территориальной целостности, значит, не уменьшения территории Украины, не уменьшения, то и с точки зрения имеющегося мобилизационного ресурса, который оценивают примерно в 5 миллионов, но собрать можно от силы 2 миллиона, в том числе за счет снижения мобилизационного возраста до 18 лет, от силы на 800 тысяч человек. То есть, исходя из этих факторов, это военные действия бесполезное занятие с точки зрения украинских национальных интересов. А с точки зрения русских национальных интересов победа может быть и должна обеспечена. Вот в чем принципиальное различие в позициях. И поэтому Зеленский, если Путин правильно сделает, что, во-первых, упирается, во-вторых, пойдет в атаку в преддверии выборов, то Зеленский должен всячески ее отсрочить, по крайней мере, до сентября, чтобы ослабить позиции Путина. Его спасение – это мирная риторика, но он понимает, что в случае мирной риторики, в случае необходимости каких-то выборов, ему будет конец, разбирательство всех его преступных деяний. Поэтому он выбрал вот такой путь. Путь самоубийства. Страна-дрон, как говорят у вас некоторые эксперты, уважаемые, такие как Павел Щелин и Кость Бондаренко. Получается эскалация. Да, да. Летняя кампания, эскалация. Ну, понимаете, Александр, общество российское никогда не находилось сейчас в таком накале, когда даже в каналах Соловьева, на федеральных каналах люди с погонами высокими, люди в Госдуме призывают что-то делать. Это реакция на происходящее, в том числе разнузданное поведение украинского режима, который дубасит гражданскую инфраструктуру и экономическую инфраструктуру. И в связи с этим я вспоминаю 110-летней давности речь
господина Милюкова. 110 лет назад господин Милюков выступил в Государственной Думе 1 ноября 1916 года. Да. Значит, 110 лет назад ровно. И вы знаете, не хочется ни в коем случае, чтобы кто-то уподавлялся Милюкову. К чему это приведет, мы можем предположить по событиям 110-летней давности. Но я повторю его несколько формулировок, и вы просто удивитесь, насколько они совпадают слово в слово с тем, что говорим не только мы, но профессиональные военные, военные корреспонденты, с тем, что говорят уже даже на федеральных каналах. И так Милюков говорит, выступая в Госдуме: мы по-прежнему стремимся к полной победе. Мы по-прежнему готовы нести необходимые жертвы и по-прежнему хотим поддерживать национальное единение. Но я скажу открыто, мы потеряли веру в то, что эта власть может привести нас к победе. Выкрики с мест. Верно, верно, правильно. Во французской желтой книге, продолжает Милюков, можно сейчас сюда параллели провести с этими желтыми изданиями, Axios и так далее, Политику, был опубликован германский документ, в котором преподавались правила, как дезорганизовать неприятельскую страну, как создать в ней брожение и беспорядки. Господа, если бы наше правительство хотело намеренно поставить перед собой эту задачу, и если бы германцы захотели употребить на это свои средства, средства влияния или средства подкупа, то ничего лучшего они не могли бы сделать, как поступать так, как сейчас поступает наше правительство. Голоса с места. К сожалению, это так. Голоса с места – это депутаты Госдумы. И вы, господа, имеете теперь соответствующие последствия. Вот докатились, да, Виктория Боня и так далее. И завершает Милюков. Еще 13 июня 2016 года я предупреждал с этой кафедры. Ядовитое семя подозрения уже дает обильные плоды. И из края в край земли русской расползаются темные слухи о предательстве и измене. Я цитирую свои тогдашние слова. Я указывал тогда, привожу опять мои слова, что слухи эти забираются высоко и не щадят никого. Увы, господа, это предупреждение, как все другие, не было принято во внимание. Так вот, вы представляете точно косплеем 110-летнюю ситуацию. И позиционная война, и вот эти все коррупционные моменты, и какое-то там узкое окружение, да, значит, которое оказывает влияние и, может быть, изолирует руководство от информации. Так вот, чтобы эти слухи, чтобы ядовитое семя подозрений, оно не полезло дальше, а мы знаем, к чему исторически это может привести, надо реализовывать активнее национальные русские интересы, а это значит и белорусские, и украинские, потому что я считаю, Украина в той части нормального общества, что мы все три страны и три ветви одного народа, мы должны быть вместе, особенно с учетом того, что сейчас происходит в мире, когда международных правил нет, и все страны кучкуются, идет процесс регионализации. Так вот, надо активно, дерзко проводить свои интересы, и нет лучшего поля и лучшей возможности и способности, повторю опять о своей встрече с генералитетом, чем сделать это на поле боя в ближайшую летнюю кампанию в преддверии выборов в сентябре 2026 года в Государственную Думу. Юрий Воскресенский был моим собеседником сегодня. Спасибо за время и мысли. Друзья, благодарю, что посмотрели этот выпуск. Согласны или не согласны? Пишите в комментариях. Очень интересно ваше мнение. Берегите себя и друг друга. Добра и света. Увидимся.